Вот когда у нее выросли новые корни, она старые корни заменила новыми, вот тогда орхидея будет жить. Добрый день, друзья! Мне всегда интересно показывать вам пересадки орхидей и надеюсь, что вам интересно их смотреть. Сегодня пересажу Биглип Легенда. Но сначала небольшая история этого цветка. Заказывала эту орхидею в группе ВКонтакте, группа Краснодарская. При заказе меня предупредили, что именно у этого сорта орхидей чаще всего корни в плохом состоянии. И когда я открыла посылку и увидела саму орхидею, я, наверное, была в небольшом шоке. Ссылку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Посмотрите, в каком состоянии пришла орхидея. Но говорить о том, что кто-то виноват в этом, нет. Посылка, лето, жарко. Если даже какое-то небольшое пятно есть на листике, обязательно в этом закрытом пространстве оно разрастется, будет продолжать гниение. И вот орхидея пришла в посылке с огромными мокрыми черными пятнами. К сожалению, не получилось снять обработку этой орхидеи. Вернее, видео вышло, но сам процесс показать не удалось. Во время съемки был сбой камеры, и видео не записалось. Но я вам рассказала и показала орхидею после обработки. Ссылку на видео я тоже оставлю в правом верхнем углу экрана. И больше орхидею я не показывала, хотя она не сбросила цветы, она цвела, потом пробудила еще одну почку, распустила еще несколько цветов. Листики, которые были обрезаны от этой черной гнили, конечно, они пожелтели, отпали от орхидеи, начался рост корней, выросли маленькие листья. Смотрите, даже здесь на старом цветоносе пробудилась почка, и, по-моему, она растит детку. Но корней в горшке как не было, так и нет. Где-то пробивался один корешок, он давал возможность жить орхидеи. Вот он, по-моему. Но роста корней в горшке все равно не было. Зато она в это время очень активно начала растить корни от шеи. И так как именно эти корни, которые сейчас должны питать орхидею, они не получают должного количества влаги, орхидея теряет тургор. Это видно. То есть питается она за счет своих листиков. Поэтому ее сейчас нужно пересадить. Весна, корни раскукленные, она в активном росте. Дать этим корням влагу, и орхидея очень быстро восстановит тургор листьев. Когда орхидея теряет тургор листьев, есть обратимый процесс. Вот здесь все понятно. Нет воды. Как бы я ни опрыскивала эти корни, все равно ее мало. Поэтому и нужно пересадить орхидею, тем более, что корни доросли до 10 сантиметров в длину, и эта посадка ей очень поможет и быстро восстановится тургор листьев. А теперь мы с вами точно узнаем, есть ли
у этой орхидеи какие-то живые корни в посадке, но думаю, что нет. Зато это наглядный пример того, что корни у орхидеи все гнилые, а она растит новые корни и не погибает. Чаще всего, когда новички видят такие корни в горшке, мысли о спасении орхидеи приходят только одни. Нужно срочно разобрать орхидею, удалить гнилые корни, не имея ни одного нового живого растущего корня. И это якобы спасет орхидею. Не спасает это орхидею. Вот когда у нее выросли новые корни, она старые корни заменила новыми, вот тогда орхидея будет жить. А так приходится из ничего растить корни орхидеи. И чаще всего это очень длительный и не всегда успешный процесс. Ричи, ну не мешай, пожалуйста, а? Что ты перебиваешь, хулиган? Да, видите, только один, я бы сказала, даже кажущийся плотным и живым корнем. Вот этот, он плотный. Его я оставлю, конечно. А остальные, вот видите, если корни остаются в руках, то что тут оставлять в посадке? Вот они все сухие. И даже тяжи черные. Да, действительно, все корни, а вот светлые есть. Почти все корни. Орхидея поменяла. Давайте я не буду пачкать руки. Я сейчас пойду промою орхидею под проточной водой, потому что я ей только протирала листья зеленым мылом и больше никаких обработок ей не делала. И посмотрю, что из старых корней оставить, а что полностью обрезать. Как я промываю орхидею под проточной водой, оставлю ссылку на видео. Где-то с 13-16 минуты показан процесс промывки корней под проточной водой. Да что ж это такое? Ну что это такое? На, возьми свою игрушку. Вот, иди. Вот Юлечка спит. Юлечка. Все сидят, слушают и не мешают. Ну, убежал. Вот. Опять пришел. Ай-яй-яй. А нельзя. Грызун. Грызун. Когда я промывала орхидею, сняла весь гнилой веломен. А тяжи оставила. Но не для того, чтобы эти тяжи
снабжали орхидею влагой, а для того, чтобы орхидея более устойчива была в посадке, я оставила эти тяжи. Не помогут, но и не повредят. Двойной горшок 1,6 литра. Стараюсь поместить орхидею по центру горшка и поставить ее как можно глубже в горшок. Для чего я это делаю? Вот этот лист скоро пожелтеет, и его нужно будет удалять. И орхидея начнет растить еще новые и новые листья. Вот это тоже старый листик. А из старых орхидея будет забирать нужные питательные ей вещества, и листья тоже, вот этот лист тоже будет отсушен. Оголяется стволик, когда мы убираем нижние листья. И для того, чтобы новые растущие корни от ствола или уходили вглубь горшка, или было легче туда направить. И когда эти листья будут исчезать из посадки, я буду досыпать грунт, чтобы было комфортно новым растущим корням. Сажать буду в керамзит с добавлением циафлоры. Циафлору я предварительно промыла, потому что очень много в циафлоре тонкой каменной пыли, но это природные циолиты, содержащие в себе очень много микро- и макроэлементов. Насыпаю керамзит в горшок. Одну-две столовых ложки циафлоры добавляю непосредственно к корням, потому что природные циолиты работают только в контакте с корнем. Иначе это бесполезно. Но в любом случае циафлора, она тяжелее керамзита. И при очередном поливе, после нескольких поливов, она начнет опускаться на дно горшка. Но все равно начальную задачу она выполнит. При желании можно непосредственно к корням, когда циафлора опустится вниз, еще добавить ложку. Но не перестарайтесь, потому что циафлоры не должно быть очень много. И производитель циафлоры предупреждает о том, что все равно нужно орхидею обязательно удобрять. Циафлора 3 года отдает свои микро- и макроэлементы орхидеи, но через 3 года она становится пустой. Но даже в эти 3 года содержание в циафлоре микро- и макроэлементов это недостаточно для орхидеи. Да, это помогает, но все равно нужно удобрять орхидею. Я думала, что корни останутся все сверху, но прекрасно все получилось. Только один корешок остался на поверхности, остальные все поместились в посадку. И когда корни находятся в посадке, поливать и удобрять эту орхидею удобнее, чем когда корни остаются воздушными. Я недавно рассказывала о нескольких методах полива,
Ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Посмотрите и выберите для себя, как вам удобно поливать ваши орхидеи. Я поливаю, как всегда, в керамзите. И об этом я тоже много рассказывала. О поливах орхидей есть плейлист, где я рассказала про все возможные варианты полива. В керамзите, в коре. Периодически продолжаю вам о них рассказывать. Специально сажаю теперь орхидеи в кору, чтобы рассказать вам и о поливах орхидей в коре. Я думаю, что орхидея очень быстро примет посадку. Но не уверена, что она зацветет к осени. Но мне очень интересно, что будет дальше с этой почкой. Наметилась точно детка. Будем продолжать наблюдать за этой орхидеей. Хочется, чтобы она зацвела. Очень красивая. А на столе сегодня стояла орхидея Абба. Недавно вышло видео, и в нем я упомянула, что скоро распустит свой первый цветок эта орхидея. Даже уже 2 распустила. Просто красавица. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.